Харе Кришна. Ну, самочувствие хорошо, чувствую себя уже отлично. Единственное, только с больничного меня не выпускают. Сегодня мы продолжаем обсуждать стихи Шримад Бхагавад-гиты. Сегодня у нас 41 стих 3 главы. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Итак, я прочту тогда санскрит. Я также прочту, как всегда, предыдущий стих. И чтобы была связь. Вчера мы обсуждали следующий стих. Оплотом вожделения являются чувства, ум и разум. С их помощью вожделение покрывает истинное знание живого существа и повергает его в иллюзию. Сегодня мы как раз логическое продолжение. Кришна показал три опорные точки вожделения, когда вожделение захватывает постепенно чувство, ум, разум, оно полностью овладевает живым существом. И сегодня Кришна, продолжая давать свои наставления Арджуне, рассказывает о чувствах непосредственных, о том, что вот первый этап, первый плацдарм, да, как сделать так, чтобы первый плацдарм он не был завоеван непосредственно вожделением. Итак, прочтем санскрит. Тасматтвам индриyan ядау ям ябхартар шобха. Простите. Тасматтвам индриyan ядау ям ябхартар шобха. Апманам праджахи хенам знанам виджнана нашанам. Пословный перевод. Тасмат, поэтому. Вам, ты. Индрияни, чувства. Адау, в начале. Ниям, я, подчинив. Аратар, шабхам, о лучший из бхарат. Апманам, корень греха. Раджахи, обуздай. И, безусловно. Энам, этого. Джнана, знания. Виджнана и науки о чистой душе. Нашанам, губителя. Литературный перевод и комментарий его божественной милости Абхай Чарнаравинды Бхактивиданты с вами Шрила Прабхупады. Поэтому, о лучший из бхарат, прежде всего, подчинив себе чувства, вырви главный корень греха и порока, вожделения. Срази этого врага знания и духовного совершенствования. Здесь еще Кришна не объясняет пока Арджуне, чем сразить. Он говорит просто срази. Вот. Комментарии Прабхупада более подробно тему немножко разбирает. И мы сейчас прочтем комментарий тогда. Господь советует Арджуне прежде всего обуздать чувства, что поможет ему одолеть своего злейшего врага вожделения. То есть фактически Кришна начинает с чувств. Да, в прошлом стихе он показал эти три точки опорные, да, чувства, ум и разум. И здесь Кришна начинает говорить о чувствах. То есть каким образом защитить свои чувства от вожделения.
Господь советует Арджуне прежде всего обуздать чувство, что поможет ему одолеть своего злейшего врага вожделения, который толкает человека на путь греха и убивает в нем стремление к самоосознанию и постижению науки о душе. То есть, другими словами, здесь используются в стихе два ключевых слова – джнана и виджнана. То есть, подобно тому, как, ну сейчас это модно такие аналогии проводить, подобно тому, как вот этот коронавирус, пробиваясь сквозь клетку, да, он делает ее заложником, клетку, вот обычную клетку, да, человека, делает ее заложником и фабрикой, фактически фабрикой по репродуцированию самого вот этого вируса. Подобно этому вожделение, проникая в чувства человека, оно покрывает джнану и виджнана, то есть оно покрывает знание о себе, как о душе, то есть вот это понимание того, что я не есть это тело, и покрывает знание о самбандхе, отношениях между Богом и живым существом, о Боге, то есть да, покрывает. Здесь еще Прабхупада это будет подробно сейчас объяснять. Итак, греха и убивает в нем стремление к самоосознанию, это гьяна, и постижение науки о душе, это вишеша гьяна, да, вигьяна. Гьяна – это знание о своем истинном «я», отличном от ложного «я», то есть знание о том, что вечная душа отлична от тела. Вот гьяна, что Прабхупада говорит, что вот это и есть гьяна как раз. И вигьяны называют понимание, именно понимание изначального положения души и ее отношений с высшей душой. Бангу. В Шримад Бхагаватам 2.9.31 об этом сказано следующее. Джнанам парамам гухьямме ят виджнана саманвитам тарахасьям татангам ча гриханагадитам маям. Знание о душе, перевод. Знание о душе и высшей душе является в высшей степени сокровенным, но его можно постичь и применить на практике, и если это знание в его различных аспектах откроет нам сам Господь. То есть гьяна и вигьяна, знание о душе и знание об отношениях между душой и Всевышним может нам открыть только сам Господь. Здесь вот Пада приводит Шастра Праман, такое свидетельство из священных писаний. В Бхагавад-гите дается и теоретическое, и практическое знание о душе. Живые существа – неотъемлемые частицы Господа. Поэтому их единственное предназначение заключается в том, чтобы служить Ему. Понимание этого называют сознанием Кришны. С самого начала жизни человек должен овладеть этой наукой, чтобы полностью развить в себе сознание Кришны и действовать соответствующим образом. Вожделение – это не что иное, как искаженное отражение любви к Богу, которое заложено в каждом живом существе. Если человек с раннего возраста овладеет наукой сознания Кришны, его естественная любовь к Богу не сможет превратиться в вожделение. Вот это мы очень подробно сегодня попробуем разобрать, саму технологию того, как работает, даже с точки зрения нейробиологии, да, как это все работает и почему вот здесь, почему если с самого раннего детства воспитывать детей, так сказать, открывая им, да, или объясняя им, да, на примерах из священных писаний, объясняя, что они не есть это тело, почему вот это скверно, или почему вожделение, вот этот злейший враг, человечество уже не сможет иметь коренного влияния. Это подобно тому, как если в ребенке развивать с детства иммунитет, то большинство болезней, которым подвержены взрослые, он избежит. Изначально ребенок рождается, ну, фактически с полным иммунитетом. Его можно обливать холодной водой даже, и он не заболеет. Но постепенно, и при этом, что интересно, он рождается без бактерий. У него нет в организме бактерий. Вот это может быть и минусом, да, но это вот такая интересная загадка. У него нет бактерий. И в то же время рождается со 100% иммунитетом. И потом ему бактерии как раз требуются. Почему? Потому что иммунитет ослабевает, паразиты начинают там заливать.
и ему требуются бактерии. Интересно, да, вот как он выходит в материальный мир, и все, уже без каких-то внешних вещей он не может существовать в мире, без внешней помощи. Итак, то его естественная любовь ребенка, да, не сможет превратиться в вожделение, Шрила Прабхупада утверждает, если с детства ему давать вот эту гьяну и вигьяну. Но если любовь к Богу уже превратилась в вожделение, живому существу очень трудно вернуться в свое естественное состояние. Это если болезнь уже прогрессирует, то все сложнее, и она запущена, то сложнее и сложнее методы лечения предлагаются. Тем не менее, метод осознания Кришны столь могуществен, что даже начав с опозданием, человек может обрести любовь к Богу, если будет следовать правилам преданного служения. Иначе говоря, научиться управлять своими чувствами можно на любом этапе. То есть мы с вами еще как бы вот не потерянные люди для этого мира. У нас есть возможность научиться управлять чувствами. Надо лишь понять необходимость этого и посвятить себя практике сознания Кришны или преданному служению Господу. Так, постепенно превратив вожделение в любовь к Богу, человек достигнет высшей цели человеческой жизни. Om Aghyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupam Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vancha Kalpatarupyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Tarine. Итак, я еще раз тогда прочту сейчас стих, и мы его обсудим. Поэтому, о лучший из Бхарат, прежде всего, подчинив себе чувства, вырви главный корень греха и порока – вожделение. Срази этого врага знания и духовного совершенствования. Вырви главный корень греха и порока – вожделение. Так. Итак, здесь Кришна использует слово «адау» в начале, то есть первый шаг. Первый шаг к победе над вожделением – это контроль чувств. Он обращается к Арджуне, называя его Бхарат Ршабха. Ршабха – лучший из Бхарат. Лучший из Бхарат. И дальше он говорит, что индрияни ниямья. Ниямья очень напоминает, да, вот есть в аштанга-йоге эти уровни, первые уровни, там яма, нияма, да, яма и нияма. Яма – это принятие каких-то правил обязательных, и нияма – это отрицание чего-то, отбрасывание, яма, нияма. И здесь ниямья, ибо ниямья переводится как подчинив себе чувства, определенные, да, вот предписания. То есть нужно что-то отбросить, что-то принять. В противном случае все это превращается в комплекс каких-то физических упражнений, фитнес, йога своеобразный и так далее. Если человек не проходит вот эти 8 ступеней, да, и то есть фактически из того, что из этой 8-ступенчатой системы йоги,
Патанджали используют только одну, ну там асаны, да, вот разные асаны, не понимая, для чего они нужны. Но прежде чем вообще перейти к асанам, чтобы перейти к асанам, должна быть пранаяма, то есть дыхание, нужно уравновесить дыхание. А перед тем, как перейти к пранаяме вообще, нужно сделать яму и нияму, то есть следовать определенным принципам и предписаниям и от чего-то отказаться. Это то, что без чего не может существовать ни одна духовная практика. То есть мы от чего-то отказываемся, то, что вредит йоге, и что-то добавляем, то, что способствует йоге. И таким образом здесь говорится ниямья. Ниямья это означает подчинив, индрияни ниямья, то есть подчинив чувства. Без подчинения чувств вообще речи не может быть ни о какой йоге, вообще ни о какой. Ни о гьяна-йоге, ни о тхьяна-йоге, ни о восьмиступенчатой йоге, аштанга-йога или еще что-то, не говоря уже о бхакти-йоге. Да? То есть здесь речь идет как раз о подчинении чувств. Почему? Потому что это первая ступень, первый плацдарм, первая высота, которая захватывает вожделение, вечный враг. Да? Мы разбирали вчера как раз, вот, собственно говоря, то почему это ну, как бы деструктивная вещь, вожделение, почему, каким образом она влияет на деэволюцию сознания подробно, поэтому мы не будем сейчас на этом останавливаться. Итак, нужно закрыть чувства для входа так сказать, в это. И здесь дальше Кришна объясняет, что если вожделение попадает уже, все-таки прорывается в чувство, она покрывает знание, гьяну и виджнана, и реализованный опыт. Даже если человек имеет реализованный опыт чего-то, вожделение, прорываясь в чувство, оно покрывает это знание и опыт. То есть знание, здесь Шрила Прабхупада переводит, знание или вот это стремление человека к самоосознанию, да, и вигьяна – это знание об отношениях, то есть уже реализованное знание, опыт об отношениях между Богом и живым существом. Вот это, если оно попадает в чувство, все, сразу идет как бы вот, они покрываются мгновенно. Ну и говорится, что чувства, каким образом работают чувства, что это такое вообще, и почему это такая сильная вещь, и почему ее надо контролировать. То есть чувства, мы все знаем, что чувства, они связаны с эмоциями. Если разбирать нейробиологию, да, то у нас есть как бы 3 мозга, да, там иной, такой-то, сякой-то и еще рептильный. Вот рептильный мозг, он отвечает как раз за эмоции. Вот этот скафандр удивительным образом создан Творцом, таким образом, что представьте, это подобно тому, как вы сидите в машине и можете сквозь вот эту машину ощущать прикосновения, запахи, полностью, так сказать, вот забронированную, вы можете ощущать все. Температуру, которая на улице, вы можете, ну, видеть, понятно, мы можем там стекла и так далее. Вот. Но даже касаясь до машины, вы ощущаете прикосновение к своему телу. Как бы. Вот можете себе представить. Вот такой инструмент, вернее, такой механизм, такой скафандр, совершенный во всех отношениях, создает Творец. Когда мы просто, сидя там маленькие с вот 1/10 кончика волоса, управляем фактически силой желаний, да, этой машиной, и более того, умудряемся еще ей то есть, получать эти наслаждения. То есть они все искусственные, поэтому такая сложная система взаимодействия, нейроны, нервные клетки, нейроны, нейросети, вот эти пути, нейромедиаторы, то есть вот эти все химические элементы, которые вызывают те или иные как бы реакции, да. Очень интересная вещь, да, то есть просто такой механизм, который трудно просто соорудить. Там все эти формулы, дофамины, серотины. Так вот, что происходит? Мы можем задуматься, ну разве чувство это плохо? Эмоция это означает, что я живой. Человек живет ради эмоций. Человек, он соткан из эмоций. Человек, он не может жить без эмоций. Вы что, предлагаете нам, значит, закрыть чувства, да, обуздать свои чувства и перестать получать эмоции, что ли? Вы этого хотите или что? Можно так сказать. Что Кришна имеет в виду вообще? Потому что происходит? Когда чувства соприкасаются с объектами чувств, да, почему рождается вожделение? Вот это кама, желание рождается. С точки зрения научного языка, да,
начинается вырабатываться дофамин или серотин или адреналин, ну, в зависимости от того, что там, с какой эмоцией идет. И все это идет в определенный мозг, вот этот рептильный мозг. Почему рептильный? Потому что даже рептилии и все остальные низшие животные, они могут как бы наслаждать свои чувства, имеющие рецепции, да, вот глаза, тело и так далее. Они все наслаждают чувства. В этом смысле мы говорили, что мы недалеко ушли от животных. В общем-то, у нас вся та же самая система рептильная, да, эмоций. И эмоция на санскрите звучит как бхава. Бхава это также переводится как рождение. И также бхава это переводится как бытие, бхава, то есть чем-то даже похоже. Бывность, да, бытие, бхава. Интересно, да, то есть фактически напрямую связаны эмоции с рождением и с жизнью, то есть с своим как бы пребыванием. Я есть, вот с этим, со своей самостью, со своим, так сказать, вот существованием, да, вот это бытие, это существование, бхава. И очень напоминает английское be, to be, да, быть. Be, вот бхава это... И что же значит, если мы говорим, если наш опыт показывает, что наши чувства, они дают нам эмоцию, если мы обрубаем наши чувства, закрываем наши чувства, если мы начинаем их контролировать, так мы не будем же дополучать эмоции. Вот в чем вопрос, да? То есть сразу возникает очень сильное отторжение. Что вы нам предлагаете? Вот. Но дальше Кришна объяснит, что проблема заключается не в том, что мы получаем эмоции, мы сотканы из эмоций. Вопрос заключается в том, что мало того, что эти эмоции искусственные, они искусственные, то есть живое существо по определению, оно не может наслаждаться тем, чем оно наслаждается. Вот просто в чистом сознании оно не может этим наслаждаться. Если мы посмотрим на свинью, которая кушает испражнения, то даже с этой точки зрения мы поймем, что мы не можем наслаждаться так же, как это делает свинья. Вы согласны, да? То мы не сможем. Но наше сознание, оно нечисто. И с этой же точки зрения, если какие-нибудь высшие расы как бы проживающие на верхних планетарных уровнях, да, которых называют деваты или боги, увидят нашу жизнь, чем мы питаемся, как мы потеем, как мы испражняемся, они просто скажут, да этим невозможно наслаждаться. Или увидят, как мы совокупляемся, они скажут, да этим невозможно наслаждаться. Это просто, ну, как бы бред. То есть вы видите, насколько относительно восприятие, да, эмоций. Поэтому с этой точки зрения то, что позволяет нам наслаждаться вот тем, что не приспособлено для живого существа наслаждению, является ум. Или вот гуны материальной природы, которые покрывают ум, и ум каким-то образом умудряются через чувство вот воспринимать это и наслаждаться этим, нравится или не нравится. То есть и вот это нравится, не нравится, это уровень относительный. Почему? Потому что то, что сегодня нам не нравится, а завтра может понравиться. Ну, кто когда-либо, может быть, там, имел опыт распития алкогольных напитков, то наверняка понимал, что это очень неприятная вещь. Водка или там спирт вообще, вот это пиво, вообще его непонятно, оно горькое, оно непонятное просто, абсолютно непонятно. Но поскольку оно стимулирует выработку дофамина, то человек идет на эти неприятности для того, чтобы ощутить эту выработку, вот эту химию, да, которая происходит в мозгу. Это страшная вещь. И поэтому Кришна, что он здесь говорит? Кришна говорит про то, что нужно прекратить получать эмоцию не из того источника. Он говорит прекратить, нужно просто закрыть чувства от материальных объектов чувств. Потому что чувство это страшная вещь. И если нет знаний, как здесь говорится, да, и вожделение проникает в чувство, оно покрывает знание. И мало того, что оно покрывает, оно еще дальше стягивает все ниже, ниже и ниже. И в какой-то момент дофамин уже не вырабатывается от вот этих внешних стимуляций, вернее, ну как бы вот внутри, да, уже дофаминные пути просто, ну как бы сказать, перенасыщены, уже человек не испытывает. И тогда он начинает искать. А по сути дела, почему? Потому что природа души-то, она в другом совершенно. Здесь как раз Шрила Прабхупада объясняет, в чем истинная природа души. И получается, что мы черпаем, мы пытаемся удовлетворить душу, черпая наслаждение не в том источнике, во внешнем источнике, не внутреннем, на внешнем источнике. Душа не удовлетворена, она попадает в апатию, и поскольку нет знания, она думает, надо больше дофамина просто. Просто в другом надо поискать это.
в другом месте. И она начинает это в другом месте. Наркотики, вино, женщины, еще что-то, еще что-то. И в какой-то момент происходит вот это, то, что Шрила Прабхупада называет мнимым счастьем. Почему он говорит, что это страшнейший враг, мнимое счастье? Потому что оно не увеличивает количество радости, оно может стимулировать выработку дофамина просто. Но что происходит, когда мы получаем дофамин из внешних источников? Наш внутренний потенциал, то есть вот эти внутренние дофаминные пути, они уничтожаются. Все. И мы фактически восстановить их крайне сложно. И мы тогда подсаживаемся на внешний источник дофамина. Игла, алкоголь, порнография и так далее и тому подобное. Страшная вещь. И все это входит через чувства. Когда отсутствует знание, чувства, вот они становятся вот оплотом вожделения, которое покрывает знание, и вот наше истинное знание. И человек таким образом деградирует до самого дна. То есть, другими словами, Кришна объясняет, что он пока еще не объясняет, но он говорит, ты должен контролировать чувства. Почему? Потому что чувство это самая как бы важная вещь. И с какой эмоцией мы ее связываем, такой мы получаем. То есть чувства, они связаны с эмоциями. Если они связаны с эмоциями, без эмоций человек не может жить. Просто он не будет жить. И если мы связываем это с материальными эмоциями, то материальные эмоции имеют начало и имеют конец. То есть это означает, что мы каждый раз будем искать допинга. Мы каждый раз, поскольку мы сад читы ананда, мы по природе своей полны знаний, вечности и блаженства, но в этом материальном мире мы покрыты и не можем получить это, да, из-за отсутствия знания, то получается, что нам нужен постоянный допинг. И вот так устроен наш скафандр, что получая как бы вот извне, он говорит, ну все, тогда внутри-то зачем тебе? Я уже тогда отдыхаю просто. Он отдыхает, и мы начинаем получать извне. И этого становится мало, все больше, потому что душа-то не удовлетворена. И она не понимает, почему. Ну как бы я вроде бы уже все хорошо. То есть, казалось бы, заядлые наркоманы, они должны быть самыми счастливыми людьми. Но почему-то они заканчивают жизнь самоубийством. Большинство из них заканчивают жизнь самоубийством. Интересно, да? Казалось бы, я вырабатываю столько дофамина, я столько как бы вот этого в себя вплескиваю. То есть самыми счастливыми людьми должны стать пьяницы, проститутки, наркоманы, да, убийцы там и так далее. Потому что у них столько адреналина, столько серотина, столько всего в крови. Но получается, что они самые несчастные люди. И Кришна именно об этом говорит. Что через чувство вожделение входит. Через чувство входит вожделение. И прежде чем мы сможем, ну, каким-то образом вот просто стряхнуть, да, с себя апатию вот эту, мы должны просто закрыть вход. Потому что если мы открываем двери и говорим, заходите, то, ну, что может быть здесь? То есть и дальше, да, когда мы уже говорили, да, вот эту технологию, когда чувства соприкасаются с объектами чувств, рождается вот эта привязанность. И проблема лишь заключается в том, что для нас является объектом чувств. Да, это нормальный механизм. Чувства соприкасаются с объектами чувств, рождается эмоция, да, рождается вот это кама, желание. Желание это она как проявленная эмоция, да. Вопрос лишь в том, что за объект наших чувств. И вот чтобы понять, как бы вот что деструктивный объект наших чувств или не деструктивный объект, то есть разрушающий или не разрушающий, нужно, конечно же, знание, вот это знание. И почему здесь Шрила Прабхупада говорит с самого детства? Да? Почему с самого детства нужно вот это развивать, определенные привычки в ребенке, давать определенный вкус ему давать. Почему? Потому что чувства ребенка, с одной стороны, они очень сильны. И можно увидеть, что он очень быстро, его ум, он очень быстро пропитывает все, что к нему попадает в руки, когда это становится его объектом чувств. Может быть, из прошлой жизни какие-то, да, сканхи. Плюс это же игрушки делают такими же, да, там, блестящими, такими яркими. Кришна говорит, я блеск блестящего. Вот. И ребенок естественным образом хватается за все, что ему дают. И когда он пропитал это, даже если это какая-то совершенно бесполезная вещь, какой-нибудь гвоздь, знаете, или пластмассовый молоток, вы потом от него не сможете забрать у ребенка это. Да? Он будет плакать, кричать, до тех пор, пока вы не дадите ему что-то новое. Но он точно так же быстро и отказывается от этого. Да? И что самое интересное еще, как бы заметили, так сказать, детские психологи, это то, что
при всем том, что он очень сильно привязывается быстро к каким-то объектам, да, быстро пропитывает, своим ментальным телом, своим умом пропитывает вот эти объекты, тем не менее в нем желание бескорыстной деятельности, оно сильнее, чем во взрослых. Например, если объектов много, ну, например, там много конфет, то он с большой радостью начнет делиться. С большой радостью. Или же он видит пример, как, ну, наверняка могли видеть часто, вот, особенно если каких-нибудь там воскресные программы в сообществах Гауди Вайшнава, да, там дети приходят и так далее. И там есть вот эта культура служения друг другу, да, культура служению. Там, и когда человек, например, ну, родитель, он берет цветок с алтаря и начинает давать всем другим, да, чтобы аромат вдохнуть, или раздает пищу сам, да, там какую-то и так далее, то что начинают делать дети? Им безумно нравится делать то же самое. Они берут этот цветок и тоже идут, вот всем дают. Или им очень нравится раздавать. Часто дети совершенно, ну, как бы не имеющие отношения к каким-то даже духовным традициям, они очень сильно стремятся делать то, что делают взрослые, именно раздавать. Почему? Потому что в них это сильно, ну, как бы, несмотря на всю их внутреннюю врожденную лень, вот стремление к бескорыстной деятельности, когда они видят пример этого, или когда вот этих объектов у них много, они очень сильно, они очень готовы это делать. И вот если вот это закреплять на привычкой определенной, культурой, традицией, да, то, как мы говорили, да, вот этот механизм: поступок, привычка, характер, культура. И вот поступок, то есть сначала слова, там, ну, ребенок еще пока ему тяжело мыслить самостоятельно, поэтому папа или мама, они как бы мыслят за ребенка, они ему говорят, да, ну, фактически проговаривают то, о чем он должен потом думать. То есть они говорят, сами поступают и просят ребенка поступать таким образом. Когда он поступает, он вырабатывает привычку, привычка формирует его определенные качества, превращается в характер, и характер уже становится целой культурой. Культурой семьи, культурой народов и так далее. И вот поэтому Шрила Прабхупада говорит здесь, если ребенка с самого начала обучать вот таким образом, да, вырабатывать в нем вот эти качества, то вожделение, здесь Шрила Прабхупада ни много ни мало говорит, он говорит вот именно вот так. Он говорит, что вожделение не сможет, сейчас где тут, Кришна Стольма, что вожделение, так, что иное, как, где тут про детей он. Да, с самого начала человек должен овладеть этой наукой, то есть наукой контроля чувств. И вот дальше, чтобы полностью развить все сознание Кришны и действовать соответствующим образом. Так, нет, вначале он. Если человек с раннего возраста овладеет наукой сознания Кришны, которая, собственно говоря, и начинается, да, с контроля чувств, его естественная любовь к Богу не сможет превратиться в вожделение. Знаете, какое утверждение? И вопрос, почему? А вопрос, потому что объекты сразу закладываются правильные. И привязанность к этим объектам приносит благо, не разрушение, а именно благо. Вот когда ребенок воспитывается в богоцентрической системе координат, когда не он в центре, да, а он понимает, что есть старшие, есть определенные как бы традиция послушания, почтения старших и родителей, предков, Бога, то он находится в богоцентрической системе координат, то у него закладываются правильные ценности и, самое важное, правильные объекты чувств. И ребенок, он с детства учится извлекать вот этот, то есть не то чтобы извлекать, это естественным образом происходит, когда чувства соприкасаются с объектами чувств, рождается привязанность. Поэтому посмотрите, как говорится, да, глупцы и мудрецы самые счастливые люди в этом мире. Но глупцы почему? Понятно, они не осознают все печали своего положения. Но почему мудрецы-то это самые такие радостные и счастливые? Они же полностью отказали себе во всех чувственных наслаждениях. Секс, еда, оборона, совокупление, то есть в смысле это сон, еда, оборона, совокупление. То есть они отказывают себе в этом полностью, они лишены этого, они постятся, они питаются травой сныть какой-нибудь там, да, и там вересковым медом. Почему они такие счастливые? Вот вопрос. А потому что
нам просто непонятно, то есть вот те объекты чувств, к которым они привязались. Да? В данном случае, вот, например, если брать Серафима Саровского, да, он оставил это тело с улыбкой, прижав к сердцу икону Божьей Матери. Знаете, да? То есть вот его привязанность, вот его объект чувств. Или если мы разбираем 10-ю песнь Шримад Бхагаватам, мы видим, как гопи, пастушки, таким образом они, привязавшись к Кришне, сделали его объектом своих чувств. То есть он является объектом для своих чувств. И если Верховное Живое Существо, Верховный Господь, полное целое, источник всего счастья становится объектом наших чувств, знаете, какова палитра эмоций, которую живое существо может испытывать вот в этих отношениях, да, то есть когда его вигьяна, вишеша гьяна не покрыта иллюзией, какую палитру эмоций он может испытывать, соприкоснувшись с источником всех эмоций, да, то есть он говорит раджрас, да, то есть раса это и есть как бы вкус, эмоция, духовная эмоция, бхава. Вот, то есть, другими словами, война с вожделением, или вот как бы она начинается с того, что вот этот первый эшелон, да, закрывается первый эшелон, то есть любая деструктивная вещь входит в наше сознание через чувства, через глаза, через уши, через нос, условно говоря, через органы чувств. Да? Чувства соприкасаются с этим миром, но мы видим, что этот мир, он наполнен, ну точно не сознанием Кришны, он наполнен сознанием майи, сознанием иллюзии, сознанием себя. И Иисус говорил, да, нельзя одновременно служить Богу и мамоне, да, то есть вот в этом смысле мы продолжаем служить золотому тельцу, несмотря на то, что на купюрах мы пишем in God we trust, мы доверяем или мы верим в Бога, но по сути дела мы продолжаем служить этому золотому тельцу, вот этой мамоне. И Иисус также говорил, что, сейчас подумаю, что я этот христианский проповедник, да. Но так или иначе мы обращаемся к мудрости разных традиций, потому что именно философская мудрость разных традиций, она является проявлением всего того духовного опыта и изначального послания, которое, вот той инструкции по эксплуатации этого материального мира и инструкции, как отсюда, из этого мира, называется, слинять, вот, она проявляется в словах вот великих мыслителей, великих святых, пророков, мессий, детей Бога и так далее. И вот он говорит, что там, где богатство ваше, там и сердце ваше. Другими словами, там, где наши ценности, да, где наша артха, там и наш ум находится. Там мы находимся. Вот мы, живое существо, наше сердце, наши желания, они там. То есть каковы объекты твоих чувств, я скажу, кто ты, да, если так можно перефразировать. То есть, другими словами, сама школа, вот которой принадлежат Гауди Вайшнава, она называется Шакти Паринама Вада. Шакти Паринама Вада – это школа трансформации энергии. Можно было бы даже сказать школа трансформации объектов наших чувств, да? Школа трансформации энергии. То есть, другими словами, юкта вайраги означает, что на этом пути мы не отказываемся от эмоций, мы не зажимаем как бы свой ум, свои чувства в кулак, мы не втягиваем, ну с какой точки зрения, да, мы втягиваем, да, в панцирь, как черепаха, наши чувства втягиваем, но в то же время мы устремляем их внутрь себя, не внаружи этого мира, а внутрь себя, где целые не просто целая вселенная, а целый духовный мир, где сама парам атма, вот этот пятый элемент, до которого мы еще пока не дошли, пока говорим о чувствах. Вот. Ну, собственно говоря, это вот если кратко, да, я подрезюмирую, почему Кришна дает первое наставление Арджуне, ну не первое, а вот именно с точки зрения разбора этого, да, ну как победить вожделение вечного врага. Потому что чувство – это вход, это каналы коммуникации, как вчера мы говорили. Это входные вот эти, так сказать, врата
через который вожделение уже дальше проникает в ум, разум и в эго. Вот, собственно говоря. Поэтому закрыть врата не означает закрыть себя от эмоций, а закрыть врата означает не пустить, ну, как бы вражеские войска. То есть мы неплохо здесь в городе живем, в своем городе. У нас здесь есть все, мы очень самодостаточны в этом городе. В этом городе есть все абсолютно, и объекты нашей любви здесь есть. И самый главный объект нашей любви, он здесь, на самом деле, внутри уже все. Это наше сознание. И когда мы защищаем его от 6 врагов, которые следуют вместе за вожделением, да, вожделение, гнев, жадность, зависть, иллюзии, безумие, вот, собственно говоря, все, тогда разруха, хаос, если мы пускаем их. И разбитая корыто. Давайте обсудим. Или, может быть, там вопросы какие-то наводящие. Ага. Я не знаю, у меня работает микрофон? Работает, да, работает. Мы вас Работает, слышно, а то слышим. отходил. Спасибо большое за лекцию. Вы знаете, она очень такая наглядная. Я вот сейчас слушала, и получается, что как-то дополнением, вот уже вчера, позавчера была одна лекция, где говорилось опять о, ну, пример Немножко пропали. там, где слышно, нет? Да, вот сейчас слышно. Угу. Да, крысам подопытным вживляли электрод в мозг, да, и хотя он разряд давал неприятный, но как-то он стимулировал центр удовольствия, и буквально вот существо, оно убивало себя буквально, ну, физически, да, до конца, и тело, там, и все, что можно. Погибали, потому что оно начинало непрерывно жать на вот эти кнопками электроды, да. Вот, а еще вспомнила о том, что в одной из лекций очень наглядно вы привели цепочку, вы ее объяснили, цепочка деградации вожделения, да, когда буквально за одну жизнь можно упасть в пропасть, когда вожделение неконтролируемо. Оно приводит сначала там и однополая там, ну, любовь в кавычках, да, разрастается, потом и так далее, вплоть до каннибализма, да. Ведь это уже Это вот никакого Парашотом там Агуранга, да, по-моему, как раз вот эту цепочку приводил на лекции. никакого человеческого вообще ничего не остается. Это просто вот глубокая пропасть, да. И вот тоже слушала вас, услышала, ну, увидела, знаете, такой пример, как термометр, у которого вниз опускается шкала бесконечно, да, и вверх, да. То есть это вот если наслаждение объектами чувств ведет, вот оно опускается вниз, да, там. И когда одухотворяются наши чувства и объект у нас любви, тоже вот вспомнила услышанную давно, правда, лекцию, ну, это известная Бхактигьян Госвами Махарадж, когда он говорил, что любовь, она разрастается тоже бесконечно. То есть вот этот вот столбик верхний, он поднимается тоже бесконечно, да. И это то, что еще, ну, предстоит как бы познать. Вот. Ну, спасибо большое. Я просто поделилась тем, что вот сейчас, ну, так, ну, ощутила буквально. Очень благодарна. Харе Кришна, вам поклон. Да, спасибо большое вам, Наталья. Спасибо за дополнение, очень ценно. Может быть, какие-то еще есть вопросы или там вот непонятности можем сейчас обсудить, или еще какие-то дополнения. Здесь никого не смущает, что я вот немножко говорю тут и про дофамин, и про нейронные сети и так далее. Это хорошо. Почему? Потому что чтобы была полная картина, знаете, как есть такое произведение у Сент-Экзюпери «Маленький принц», где он говорит, значит, если бы я тебе сказал, что я прилетел вот с такой-то звезды, ты бы мне не поверил. Но когда я тебе назову номер этой звезды в каталоге, так очень научно все объясню, где это, как это, в какой галактике, где там что. Вы, люди, очень любите научные объяснения. И здесь очень важно, что наука, которая считает, что она давно уже за пояс запхнула религию, и она, так сказать, расширила свои просторы до бесконечности, и уже хохочет над тем, что вот вы тут все считаете, что за 7 дней мир был сотворен. Они просто, ну, как бы невежды, которые не понимают, вернее, не знают ни Бхагавад-гиту, ни Шримад Бхагаватам.
они сами того не подозревая, насколько как бы точно и качественно, иногда детально, они подтверждают как раз именно подтверждают Писание, и в частности вот эти Писания, как Шримад Бхагаватам, Бхагавад-гита. То есть все по написанному. Мы берем просто вот эти последние открытия и реально подтверждаем то, что Кришна говорит, вот представьте, это он говорит в одной шлоке. И это тысячи и тысячи лет исследований ученых, которые идут путем пратьякши, они могут прийти к тому же самому выводу. Ну какой смысл в этой науке? Просто смешно. Ну кому важно, что это действует так или так, нейромедиаторы и так далее, все это, какая разница? Кришна говорит, созерцание объектов чувств порождает привязанность. Привязанность порождает гнев, вожделение. Вожделение порождает гнев и так далее и тому подобное. Он всю цепочку это расписывает, к чему приводит это. И какой смысл в том, чтобы объяснить это все за 300 или 400 лет научным способом. Да, в деталях, как это происходит с точки зрения механизма. Ну какая разница в этом, да? То есть удивительные просто. И они считают себя очень разумными. Апохрита, как там, гьяна, майя, апохрита гья. Да. Хорошо. Есть какие-то, ну вот еще, я скажу вот для тех, кто присоединился к нам в трансляции, вот есть телефон WhatsApp, на этот телефон вы можете присылать ваши вопросы, если, допустим, не возникают, даже если это вы смотрите в записи, тоже присылайте ваши вопросы. Также на этот номер телефона можно присылать заявку для участия в Zoom конференции каждый день, за исключением воскресенья. Мы собираемся здесь и проводим эти трансляции в 17:00. И задача или как бы вот цель этих бесед заключается в том, чтобы открыть для себя и для других вновь то самое сокровенное знание, которое уже утеряно и забыто. Но благодаря таким великим святым, как Бхактивиданта Свами Прабхупада, как Бхактисиданта Сарасвати, так Винода Такур, и их последователями, учениками, которые эту мудрость, извечную мудрость, свет, дыхание Бога вновь, так сказать, открыли для мира, ну, для западного мира нам можно сказать, что впервые мы прикоснулись с этим. Хотя много-много лет назад это знание было распространено по всей планете, как утверждают сами писатели. Вот. Заново мы теперь можем каким-то образом уйти, вернее, начать обратный путь к эволюции сознания. От деэволюции сознания к эволюции сознания. Вновь обрести истинное счастье, которое не зависит ни от каких внешних условий. Стать вот этими атмарамами или атмарати, которые черпают это счастье внутри себя, которые, так сказать, у которых выработка дофамина не требует каких-то внешних источников, простите уже еще раз. Вот. И вот задача в этом, задача просветительская, задача тех, кто осознал это уже на собственной практике, своей собственной жизни, поделиться с теми, кто только-только ищет себя на этом пути. Хорошо. Но если больше нет вопросов, я тогда с вами попрощаюсь до завтра. Завтра я сделаю небольшой анонс. Завтра утреннюю лекцию по Шримад Бхагаватам буду давать не я, а будет давать Сарвагья Прабху. Ну, вы все уже знакомы с ними, поэтому я с большой радостью, трансляция будет идти, общая трансляция будет идти на ресурс Цоскар. Вот, и по сути у нас есть такое вот привилегированное право, поскольку наш Zoom, наша комната используется для этих трансляций, у нас есть возможность лично присутствовать вот именно в этом зале конференции. Поэтому приходите завтра, приводите знакомых, количество мест ограничено, то есть до 100 нужно успеть заполниться, вот, потому что обычно на лекции Сарваги, они в открытых зумах, ресурс СОСК, приходит очень много преданных, поэтому количество мест ограниченных, приходите пораньше. Ну, вы, собственно говоря.
Ладно, всего доброго. На этом мы заканчиваем нашу конференцию. Я с вами прощаюсь до завтра. Надеюсь, к нам еще кто-то присоединится. Я очень рад, что больше и больше бедных присоединяется к этим беседам. Всего доброго. Мы также прощаемся с теми, кто в трансляции или в записи, и приглашаем вас или предлагаем вам не пропускать наши беседы. Участвуйте также в живых конференциях. Получить доступ или ссылку к Zoom можно по телефону, который указан здесь, либо написав в комментарии заявку. Также оставляйте ваши вопросы, ставьте лайки, они помогут нам распространять беседы ваших друзей. Если вы действительно считаете это полезным, пожалуйста, ставьте лайки, делайте репосты, пишите комментарии. И также я буду стараться к каждому стиху прикреплять лекции Бхактивиданты с вами, доклады по вот этим конкретным стихам. К сожалению, не по всем стихам есть, безусловно, это огромное количество стихов, это, вернее, 700 шлок Гиты, по каждому лекция. Вот, но, тем не менее, я буду это делать. Пожалуйста, дайте это как частью или работой, обязательным к прослушиванию автора Гиты, как она есть. Thank you.